Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео, дорогие тельцы, я расскажу ваш гороскоп на 2025 год. Да, дорогие, для удобства планирования, чтобы был запас времени и подготовиться к этому ответственному периоду. Итак, друзья, вы часто меня спрашиваете, что же случится с нами в момент перехода кармических узлов, когда они поменяют ось. О чем это говорит? Да, о том, что да, задачи будут стоять перед многими из нас совершенно другие, для кого-то сложные, для кого-то полегче, но для тельцов этот период сложится очень даже хорошо. Вы будете очень хорошо проходить уроки, которые вы начнете оттачивать, вопросы мудрости, милосердия, любви, трогательности, да, то есть здесь такое глобальное видение ситуации, но для этого придется отказаться где-то от своей четкости, от своей принципиальности в вопросах, в которых вы очень категоричны, да. При этом необходимо будет думать более глобально, более масштабно и полезно для всего мира, да. Ну что, дорогие, это что касается кармических задач на 2025 год для вас, да, начинается переход, смена узлов 12 января 2025, и здесь, конечно же, история того, что январь сам по себе для вас, дорогие тельцы, будет складываться, я не скажу, что очень как-то невыносимо сложно, но с остановкой. То есть для вас, в принципе, остановочная энергия — это нормально, да, потому что у нас в конце января, ребят, доходит весь январь Уран, и в конце января, начале февраля он разворачивается из ретроградного движения в директное. Делать он это будет на пару вместе с Юпитером. Поэтому здесь, конечно же, да, будет ощущение, что множество дел, планов на будущее, они в такой заморозке. Но это, я вам скажу так, ежегодная история, потому что ежегодно цикл складывается так, что январь и февраль — это такой момент стагнации. И здесь нужно понимать, что это неплохо, это просто период, который нужно прожить. Назначайте на это время дела, для которых не нужна спешка, для которых не нужна глобальная скорость. Или наоборот, делайте эти дела и понимайте, что в них возможны остановки. И остановки на самом-то деле это неплохо. Когда у нас есть время остановиться, подумать и переделать, можно очень много чего сделать из напряженного состояния в гармоничное. Да, плюсом еще скажу, что у нас ретроградный Марс, да, как он начинается в конце 2024 года, с самого начала декабря, со 2 декабря у нас ретроградный Марс. И ретроградный Марс, конечно же, у нас будет на 3 месяца. Зависнет эта интересная история, да, то есть это будет декабрь, январь и февраль. И здесь нужно эту историю понимать. Ретроградный Марс в январе и в феврале будет в Раке. Поэтому здесь история того, что захочется, конечно, сделать много, захочется прям много чего продвинуть, да, захочется много чего сказать, но в основном эта история будет, когда мы будем напрягаться и не выходить за рамки глобального, ну то есть за рамки своей семьи, в глобальное не будем выходить. И здесь история того, что было бы хорошо не ругаться с домочадцами, потому что ретроградный Марс в Раке как раз-таки захочет навести дома порядок, да, то есть если в декабре 24-го захочется наводить порядок где-то на публике, то есть учить всех жизни и тому подобное, да, то в январе и феврале 2025 года захочется прямо-таки дома всех домочадцев выстроить и заниматься, я бы так сказала, не просто нравоучением, а показать, кто в доме главный. Да, январь будет сложновато, потому что здесь еще и напомню, да, ретроградный Марс будет в оппозиции с Плутоном. Это очень мощная, сильная энергия, которая порой разрушает отношения. Поэтому здесь, дорогие,
будьте аккуратны в новогодние праздники. Январь месяц сложноватый, но не настолько для того, чтобы сидеть переживать. Самая главная опция, как работают отношения, чтобы их не разрушить, это разговаривать. Даже если вам больно, обидно, вам страшно, переживания по любому поводу, да, то есть они будут как глобальные, как и такие простые, обычные, которые далеко, глубоко в нас сидят. Разговаривайте со своими близкими, и тогда все будет хорошо, потому что единственное, когда мы идем в свои страхи, когда мы не сидим, не переживаем, не волнуемся, когда мы на эту тему разговариваем, когда мы хотим это понять и уяснить в своей голове, у нас все начинает выравниваться, да. Поэтому здесь, конечно же, история профессиональная будет зависеть от наших личных отношений. Поэтому январь, дорогие тельцы, я скажу, что для вас он будет очень даже личный. И здесь нужно эту историю понимать. Плюсом у нас еще в январе в соединении с северным кармическим узлом будет Нептун. А Нептун — это планета, которая будет, конечно же, давать очень много эмоций. И для тельцов третьей декады, в принципе, будет давать очень много приятного вдохновения, которым вы можете руководствоваться и расти, творить, делать. То есть скажу, что если вот Плутон, да, будет давать как раз-таки ту мощь амбиций и даже сложности, да, в каких-то вопросах, в каких-то делах для тельцов как раз-таки первой декады, да, то для тельцов третьей декады вот Нептун как раз-таки будет давать то очарование, то вдохновение для развития. Поэтому если же ваша работа, творческая сфера, то есть музыкальная сфера связаны вместе с собой, если вы человек, который имеет творческий подход, при этом у вас Солнце в Тельце, да, но у вас очень сильный и активный, мощный или даже напряженный Нептун в натальной карте, тогда он будет на вас влиять, и влияние вы будете прям очень сильно ощущать эмоционально. То есть, если у вас Нептун в натальной карте напряженный, то вы будете чувствовать напряжение, которое заставляет вас что-то делать. А если у вас он гармоничный, то вы будете чувствовать такую легкость, расслабленность, такой порыв творить. Здесь есть момент, конечно же, залениться, сказать, подумать, так что все хорошо, сказать себе: ой, да ладно, наконец наступило хорошее, доброе, приятное время, можно полениться и ничего не поделать. История такая так себе, конечно, я все-таки человек, который любит использовать возможности, которые есть, поэтому вам советую, дорогие тельцы, в январе месяце не лениться, а наоборот делать. Конечно же, тельцы первой декады вам будет сложно лениться, потому что здесь Плутон будет делать такой мощный квадрат, да, к вашему Солнцу в натальной карте. Ребят, декады. Первая декада — это те тельцы, кто родился в апреле. Вторая декада — кто родился с 1 по 10 мая. И третья декада тельцов, кто родился с 11 мая и до конца тельцовского периода, до знака зодиака Близнецы. Вот такая градация для того, чтобы понимать, про кого я говорю, про какой период времени. Да? Поэтому здесь, конечно же, дорогие, ни в коем случае не унываем, действуем, работаем, хоть и зимой 2025 года будет это сделать очень сложно, да, потому что у нас после ретроградного Марса, который будет 3 месяца с начала декабря и реально по конец февраля, по 28 февраля у нас ретроградный Марс, и здесь история, знаете, какая, что у нас еще в марте включится ретроградная Венера и ретроградный Меркурий. Ретроградная Венера начнется с начала месяца, продлится 1,5 месяца, со 2 марта и по 12 апреля. Это период ретроградной Венеры. Поэтому здесь все, дорогие тельцы, так это напряглись в период ретроградности важной своей планеты. Да, ретроградная Венера у нас будет в Овне. Поэтому все прекрасно понимают, что этот период у нас накладывается очень сложно. Да? Про март вообще для тельцов можно говорить, мне кажется, бесконечно, потому что здесь, да, дорогие, накладывается очень много сложных периодов для вас, но при этом я скажу, что эти сложные периоды
будут на вас влиять положительно. Даже если вам в самом начале этого периода будет казаться, что все очень сложно и будет подкатывать, и вы будете говорить, что зачем такие трудности и сложности, да, но при этом у нас на март 2025 года у нас со 2 марта ретроградная Венера, она в Овне. Плюсом накладывается еще и ретроградный Меркурий. Ретроградный Меркурий у нас с 15 марта по 7 апреля. То есть Венера и Меркурий примерно одинаковый период. Плюс, ребят, у нас еще с вами с 14 по 29 марта коридор затмений. И это не тот коридор затмений, когда нужно начинать очень много дел. Это сложный коридор затмений. Это сложный коридор затмений, после которого следует еще не менее сложный период. Особенно, ребята, если вы родились. То есть, если вам на момент этого марта 25-го 38 лет, 39 лет, 40, 42, 44. И у кого-то может на 43, если у вас Уран, ну такой злой в натальной карте. Злой в смысле напряженный, да. О чем эта история? Это вообще трансформационные годы для любого человека, да, но для тельцов именно этот март сложится, ну, в принципе, он будет сложноватым, вы пройдете очень много уроков, вопросов. Этот коридор затмений для того, чтобы... Вообще коридоры затмения, они влияют очень сильно на мировые события, да, и под влиянием этих мировых событий вы будете принимать решения в своей жизни, да. И здесь история того, что нужно, много раз уже на самом деле это говорила, да, те тельцы, которые смотрят меня не первый там месяц, да, и даже год, очень приятно, ребят, спасибо. Здесь история того, что нужно отказываться от старого, от старых привычек, от старого мировоззрения, от старых закостенелых взглядов, да. И здесь, конечно же, история того, что в марте захочется вспылить, поругаться, позлиться, с близкими домочадцами, любимыми, да. Захочется, ну, Венера-то ретроградная в Овне, да, захочется навести свой порядок. Вообще энергии будет очень много, энергия будет активная, энергия будет яркая, но суть заключается в том, что захочется вот так вот резко, активно, мощно, амбициозно. Особенно так захочется тельцам 3-й декады, потому что у вас там катится по вашему знаку Ураны и делает периодически ко всем тельцам 3-й как раз таки декады соединение с натальным солнцем в транзитных картах. И здесь, а он еще начинает ускоряться, потому что в июле этого года как раз таки Уран поменяет знак с тельца на близнецы. И последний месяц он пройдет достаточно очень быстро, да, поэтому я бы сказала, с марта запустится такой период, цикл, потому что он в начале февраля разворачивается, пока наберет скорость, и вот с марта он начнет очень быстро ускоряться. Какой это аспект по силе, да, то есть соединение Урана с тельцовским солнцем. То есть тельцовское солнце во своей истории, в идеальной, да, хочется, если делать любое дело, то через позицию «мне нравится», «я люблю это делать», «я люблю зарабатывать деньги так», «я люблю жить с таким человеком так», «мне нравится мой комфорт», «я не хочу им ради каких-то там, я не знаю, скачек на американских горах», то есть не хочу делать тройной кульбит, я хочу делать, как мне нравится. Что делает Уран? Уран приходит и просто вышибает из колеи. Здесь начинаются американские горки, давай, делай быстро, в работе аврал, в личной жизни непонятная история, отношения были, тут человек пришел и сказал: так, все, мне надоело. И телец такой думает: это вообще что происходит? То есть здесь реально неоднозначные события. И этот коридор затмений запускает для тельцов как раз-таки этот сложный период. Для тельцов 3-й декады, для тельцов 1-й и 2-й декады этот период не будет таким быстрым и резким. Этот период, я бы сказала, будет гораздо мягче.
он будет гораздо проще, он не будет такой напряженный, который Телец вообще не понимает эту энергию. Конечно, Тельцы, у которых в натальной карте Уран активный и напряженный, вы с детства заряжены вот с этой движухой, вы понимаете, ладно, окей, пришла энергия, давай разбираться, что там делать надо. Но просто события будут случаться очень резко, очень быстро и очень мощно. На мировой арене тоже после этого коридора затмения не будет все чисто и гладко. И вообще, в принципе, март и апрель на звездном небе, я бы так сказала, это два самых напряженных месяца в 2025 году. Поэтому, дорогие, да, эти гороскопы не выходят под бой курантов, они выходят как раз-таки, чтобы вы подстелили себе тростиночку. Как раз-таки за 8-9 месяцев до этого периода можно и финансы сколотить, как говорится, да, и тростиночку себе подстелить, и много чего в жизни сделать вообще в любой сфере. Поэтому да, вот такая история, дорогие, у меня на март. Он будет сложным. Захочется и тратить, и ругаться, и работу менять в том числе, потому что Уран приходит и говорит: так, работа мне не нравится, хочу резко заниматься чем-то другим, хочу проявляться, как сейчас модно, да, на хайпе вот эта история. Хочу сделать вот так резко. Для кого-то это будет хорошо, однозначно. Для тех, кто давным-давно хотел, понимает, что наконец-то пришло время, да. Для тех, кто в принципе никогда так не поступал, ну, может, стоит поступить, чуть-чуть попробовать. Но понимаете, Уран всегда дает эффект, который не совпадает ожидания с реальностью. Поэтому здесь история того, что необходимо все-таки понимать ответственность за свои действия, которые вы решаете предпринять. Поэтому да, здесь абсолютная нестабильность, это март и даже, я бы сказала, апрель. Первая половина апреля 100% абсолютная нестабильность, захочется резко, захочется много, захочется быстро, и в апреле начнут сгущаться, я бы так сказала, краски. При этом у нас опять же уже к концу, во второй половине апреля начинает соединяться оппозиция Марс с Плутоном, да, на благо Плутон все вышел. Плутон вышел из знака зодиака Козерога, и в следующий раз он будет в Козероге и оказывать такое очень мощное, жесткое, разрушительное действие, я бы так сказала, на Тельцов не скоро, да. То есть сейчас я скажу так, что будет хорошее, интересное, гармоничное движение, да, на каких-то Тельцов, но не на всех. Тельцы третьей декады от Плутона отдыхают, у вас Уран там действует активно, мощно, да. Тельцы, конечно же, первой декады здесь, да, ребят, это сила, это мощь, которая заставляет двигать, строить бизнес, зарабатывать деньги, заставляет поднимать в себе те пласты страхов, информации, которые вы не хотели до этого поднимать, да. То есть необходимо брать свою внутреннюю силу для того, чтобы как раз-таки была сила и эмоции, и активность для развития. Плутон требует от нас развития нового, активного, не дерзкого, как Уран, да, но более такого глобального, для того, чтобы задействовать как можно больше жизни, да. Но при этом Плутон всегда отсекает все то, что не дает стимула к развитию, все то, что уже себя отжило. То есть это те отношения, которые вы переросли, это те отношения, в которые вы не развиваетесь. Это та работа, которая вам не приносит развития тех навыков и качеств, но вы при этом держитесь за какую-то эфемерную стабильность. Хотя про стабильность в 2025 году вообще сложно говорить, да, то есть 23 и 24 года, они более-менее были стабильными. Я знаю, вы сейчас скажете, что они вообще ни разу были нестабильными, но на фоне 25 года, поверьте, 23 и 24 года, они были прям стабильными, сложными, да, для кого-то невыносимыми. Кто-то прям ждал, пока закончится этот период. Да, ребят, но такие периоды всегда заканчиваются вот такими мощными событиями, которые, собственно, у нас так и начнутся. С марта начнется вся эта интересная история. Да, ребят, 31 марта под конец коридор затмений у нас Нептун переходит в знак Овна.
И это, я бы так сказала, такой один из сложных переходов накладывается здесь. Глобальные политические, экономические кризисы, связанные, конечно же, с Плутоном и с Ураном. Но Уран еще у нас даст нам знать и пошалить с июля 25-го, да, то есть он будет год менять знак, прыгать, да, из Тельца в Близнецы. Поэтому здесь, дорогие Тельцы, тоже запаситесь, Тельцы третьей декады, запаситесь этим терпением, потому что Уран все-таки будет идти вперед и откатываться назад, да. Два таких периода у нас будет. Нептун тоже сейчас зайдет в Овна, потом вернется обратно в Рыбы и все-таки перескочит обратно в Овна, и все, на этом закончится. Но переход Нептуна в Овен — это всегда накладываются глобальные природные климатические, ну, я бы так сказала, погодные условия, да, то есть катаклизмы в том числе. Это все те сложные истории, которые мы не можем понять. Это сила природы, когда природа начинает вмешиваться активно в нашу жизнь. Поэтому все те, кто живут рядом с водой, все те, кто живут в сейсмически активных местах, все те, кто живут рядом, я бы так сказала, ну, вулканов, да, я бы так сказала, в природе, в местности, которая может очень резко и быстро начать меняться, да, до той степени, что может изменить полностью ваше место проживания. Поэтому здесь, да, естественно, я советую к этому периоду подготовить свои загранпаспорта, неважно в каком месте вы живете этой планеты, потому что будет на самом-то деле сложновато. И здесь запускается история с Нептуном, да. Поэтому история с Нептуном — это, конечно, история про природу, про законы природы, но при всем при этом от нас это будет требовать большие глобальные душевные, эмоциональные силы, переживания, осмысления, помощи другим людям, где-то даже благотворительности. Здесь история у каждого будет реально, ребят, своя. Зависит от положения Нептуна в вашей натальной карте, развития ваших личных качеств, потому что, еще раз говорю, я рассказываю общий гороскоп. У нас на планете 700-800 миллионов тельцов, и здесь, понимаете, все разного времени рождения, возраста. Телец в 20 лет, да, и телец в 40 лет. Это совершенно два разных тельца, да, потому что в 20 лет еще опыт только начинает нарабатываться, человек начинает взрослеть, а в 40 лет это человек, который уже прошел достаточно много ступеней взросления и даже кризисов. Поэтому здесь, дорогие, понимаем, что поистине жарковатый март, ну в марте начинает накатывать, да, и, конечно же, апрель будет сложный месяц для вас, дорогие тельцы. Это финальные, такие, я бы сказала, глобальные месяца перед днем рождения. Если вы находитесь в периоде как раз-таки разворота кармических узлов, вам 36-37 лет, 38 для вас — это очень знаковые года, месяца. И года, в принципе, тоже. И здесь, в мартовский коридор затмений, подумайте, что вы сделали за последние несколько лет. Почему вы пробуксовываете на одном и том же? Почему вы не можете принять решение? Почему сложно что-то делать? Почему нет истории развития вперед? Да? Почему вы вроде прикладываете много усилий, но не получается там проскочить, пролететь, взлететь, да, то есть проскочить какую-то вот эту вот сложную историю своей жизни. Она однозначно связана с финансами, потому что история тельцовская началась еще в 2022 году, да, когда кармические узлы были на оси как раз-таки вашей, это тельцов и скорпионов. И здесь история, когда у многих тельцов пошатнулись финансы, да, то есть они у самых активных и предприимчивых, конечно же, подскочили, но это была история небалансированная, да, то есть это история, когда вот эти вот американские финансовые горки, да. Здесь, конечно же, история того, что нужно докрутить в своей голове и понять, почему у вас не получается, почему вы тормозите. Неплохо, что вы тормозите, главное вовремя принять это решение и не начать тормозить дальше, потому что после весны 2025 года начинается, да, не очень-то совсем простой период, но я не скажу, что он будет такой архи сложный. Нет,
Там есть и плюсы, там есть, естественно, и моменты, которые необходимо пережить, причем не просто пережить, ждать и надеяться и верить, нет, сделать очень много, ну, как бы своих дел, попыток к тому, чтобы этот момент пережить очень даже активно. Но март и апрель однозначно сложные месяца, которые требуют от тельцов внимания, усидчивости, терпения. Ребят, да, я знаю, не любите гороскопы смотреть, хотя тельцы обычно нормально относятся к такому гороскопу, да, к моим, к слову терпению, что нужно прям вот сейчас все плюсы, минусы взвесить, все понять, все рассчитать, составить план. Да, для того, чтобы быть просто подготовленным, да, чтобы потом не удивляться, потому что события весной 25-го будут случаться очень много, быстро и напряженно, чтобы, знаете, не вышибало из колеи, как в 2022. Поэтому здесь, ребята, идем вперед. Что у нас дальше? Естественно, дорогие, хочу сказать, что май, ваш месяц, будет классным и прекрасным, но май 2025 будет примерно похожим, как май 2024. С 3 мая останавливается Плутон и уходит в ретроградное движение. Да, он не зайдет больше в Козерога, да, но когда он был в Козероге, он, по крайней мере, делал на тельцов третьей декады прекрасный такой трин. Сейчас же он идет по Водолею, и он будет делать квадрат к тельцам первой декады, то есть к апрельским тельцам. И здесь, ребята, да, сложности развития. Это опять та квадратура к вашему натальному солнышку, которая заставляет делать деньги, бизнес, развиваться. Если же вы ничего не делаете, тогда придется обратить внимание на свое здоровье, потому что Плутон, как правило, ухудшает здоровье. Плутон заставляет нас чувствовать себя не очень хорошо и приятно. И здесь, конечно, история про то, что нужно все-таки, ребят, идти в развитие, потому что Плутон — это всегда про развитие, это всегда про тот уровень жизни, который вы хотите жить, это проявление, это мощь, это активность, и это, естественно, финансы, которые очень тесно вам нужны. Естественно, здесь можно говорить все, что угодно, но мы с вами живем в материальном мире, и какими бы мы осознанными не были, мы здесь живем на уровне, в том числе владеем и финансами, и отношениями, и тем, чтобы у нас был баланс между тем, чем мы занимаемся, и что нам приносит деньги. И для вас, дорогие тельцы, вот этот баланс и вот это настроение любви и радости к тому делу, которое вы делаете, плюс еще вам за это, как говорится, денежка капает, и это та самая стабильность, к которой вы идете. И здесь Плутон будет стабильно подгонять, заставлять и делать. Что хочу сказать. Сатурн в этот момент, в этом мае, будет помогать тельцам третьей декады. Шикарный трин, я считаю, из знака рыб. Здесь, конечно же, делайте на этой ноте, на этой активности. Это будет такая приятная продуктивность. Не скажу, что здесь нужно будет прям очень сильно упластаться, упахаться, но нет. Наконец-то пойдут делаться дела, которые делались очень тяжело и сложно, которые раньше были неповоротливы. Вот придет эта усидчивость от Сатурна, и вы скажете, так, сразу вот это вот все начинает делать прекрасно и задорно, вы такие, отлично, делаем, внедряем. Это будет хороший момент. Момент от Плутона, конечно же, тельцам первой декады будет сложновато, но, ребята, поверьте, силы у вас есть, вы справитесь. Здесь, конечно, нужно активничать. Нептун тоже будет помогать тельцам третьей декады. Ну и Уран, конечно, тельцам третьей декады будет добавлять жару. Поэтому скажу, что тельцам третьей декады будет веселее всего. Здесь история того, что Уран будет разбавлять вот эту вот продуктивную историю, вдохновленной работы, ощущение себя, да. Уран, конечно же, будет добавлять вот этого жара, скорости. Будьте активны, и будет все хорошо. Тельцы первой декады будут ощущать мощное давление от Плутона в этот май. Тельцы второй декады работайте продуктивно, хорошо, мягко. Да, будет сложновато, будете где-то ощущать энергию застоя, где-то будете ощущать энергию, что как-то у вас идет не так. Вот я вот смотрю, там у меня вот у кого-то получается быстро, у кого-то сразу. Ребята, всему свое время.
всему свое время. Кому-то для скорости здесь будут даваться быстрые аспекты, кому-то здесь для скорости будут даваться моменты вдохновения. Но понимайте, что любовные отношения будут складываться для вас очень хорошо. Поэтому здесь сделайте, я бы так сказала, ставку на именно отношения, для того, чтобы исправить эти сложные моменты. Я не скажу, что отношения в мае у вас будут очень сладкие и прекрасные. Нет, будет очень много энергии на отношения, очень много будет желания все изменить, но понимаете, те действия, которые вы примете, будут, я бы так сказала, сказываться на вас еще 4 месяца. Это точно и однозначно до осени. Ну, то есть вам с этими эмоциями придется еще и лето пережить, и осенью снова решать и разбираться с этими отношениями, если вдруг вы чего-то там в них не доделаете, не доразберетесь, и вам там не будет понятно, да. Эта история про финансы в том числе. Кому-то захочется поменять работу, кому-то захочется уйти, все бросить. Находите уж тогда то, что и начинайте заниматься тем, что вы давно хотели. Перестаньте смотреть уже примерно на то же самое, что в принципе я умею делать всегда, но вот только чуточку денег мне за это платить будут больше. Выбирайте работу, которая вам нравится, которой вам хочется заниматься. Да, придется пахать. Попахайте, силы будут. Да, придется настраивать, где-то себя немножко менять. Да, но если это стоит того, чтобы подняться на уровень выше, да, то есть свою планку поднять, поднимайте. У вас получится, силы у вас на это будут. И здесь, конечно же, у нас конец мая, очень интересное событие. У нас Сатурн, конечно же. Сатурн у нас переходит в Овна. И здесь история того, что да, продуктивность Сатурна заканчивается для Тельца, да, но начинается активные вообще в принципе действия, начинание, мощность. Здесь уже дерзость включается, да, поэтому будьте амбициозны. Будьте амбициозны, начинайте действовать, начинайте внедрять все, что вам хочется, и тогда будет, ребят, на самом-то деле хорошо. Ну что, идем дальше. Дальше у нас июнь. В июне 2025 года у нас какое знаковое, интересное событие? Да? У нас на небе Юпитер меняет знак, он переходит из Близнецов в Рака. И здесь, конечно же, будет очень хорошие аспекты для Тельцов. Первой декады, кто уже устал от мощи Плутона, кто уже устал от сложности. Здесь, конечно же, более мягкая энергия. С 10 июня у нас происходит эта манипуляция на небе, все начнут чувствовать это пораньше. Особенно вот тельцы, которые родились прямо на стыке 19-20 апреля, вы начнете прям чувствовать эту историю, вы прям скажете, так, как-то вот мне полегче, хорошо, появится оптимизм. Ну, Юпитер, он всегда работает на оптимизме. И здесь, конечно же, ребят, понимаете, что эта история очень хорошо на вас повлияет, воодушевит, захочется действовать активно. Здесь главное не уйти в тусовки, в прожигание жизни, да. Если вы пустите эту энергию в работу, в продуктивность, в свое будущее, потому что Юпитер — это социальная планета, которая нацелена реализовать нас в будущем. То есть дает все поблажки, навыки, да, дает все вот это благоприятные условия для нашего продвижения, да, о том, чтобы мы могли себя заявить, проявить в обществе. Да. И здесь, конечно же, эту интересную историю нужно понимать. Почему говорю про июнь? Первый месяц лета хороший по всем аспектам. В ретроградном движении у нас только идет Плутон, но при этом, кроме Тельцов первой декады, я скажу так, что все остальные будут чувствовать, что вот эта силушка прибавилась, как будто бы, знаете, высвободился очень большой пласт энергии, да, который, ну, к сожалению, в коридор затмений в апреле очень сильно подрасчитался, да, то есть поутекал. И здесь прям силы появятся, да, поэтому июнь прекрасный месяц для этого. Но скажу, что у нас июль идет совсем непростой. Почему на небе очень много разворота планет? У нас в июле, во-первых, в красивую дату 7.07 Уран меняет знак с Тельца, наконец-то здесь тельцы скажут ура, спасибо, да, с Тельца меняет знак на
как раз таки близнецы, и здесь история того, что уйдет вот эта бешеная энергия скорости, но кто-то потом скажет, что вот эта бешеная уранья скорость, она давала как раз-таки тот самый невероятный порыв, мотив и мотивацию, которой не было раньше. То есть кто-то, у кого сильный уран в натальной карте, вы скажете, что спасибо этому урану, да, вначале было сложно к нему привыкнуть, но все-таки он давал вот этот внутренний запал гигантского творчества и действий, да, то есть это та самая энергия, которую не купишь ни за какие деньги, да, как говорится, даже в спортзале нужно качаться очень много, чтобы получить эффект, а уран вот так вот заставляет нас не спать ночами, но реализовывать свои проекты и дела. И здесь, конечно же, история, да, дорогие друзья, нужно понимать, что в июле у нас покидает уран Тельца, приходит к близнецам, и здесь близнецы скажут вообще, что происходит. Но для близнецов энергия урана это окей, да? Для Тельцов она все-таки сложновата. У нас в начале июля разворачивается и Сатурн, и Нептун, который на этот момент времени уже оба находятся в Овне. Да, это у нас добро происходит. 5 июля разворачивается у нас Нептун, 11 июля у нас разворачивается Сатурн. Да, ребята, опять эти два товарища в июне-июле 24-го они также вместе разворачивались. Сейчас они также почти вместе в одну неделю разворачиваются в ретроградное движение. И что здесь? Как повлияет эта сложная история на Тельцов? И я не скажу, что она будет очень сложной. Нет. Вообще для Тельцов в этот момент времени, я бы так сказала, будет такое небольшое затишье. Поэтому если вы запланировали отдых, релакс, Тельцы 2 и 3 декады, если вы запланировали отдых, релакс, хорошо. Если вы запланировали какие-то поездки куда-то, да, то, конечно же, это прекрасный момент для Тельцов первой декады, но прекрасно понимаете, что здесь у вас еще есть квадратура Плутона, которая заставляет все-таки, ну, здесь Тельцы, которые родились в первые 5 дней тельцовского времени, да, то есть это апрельские Тельцы на стыке Овна. И здесь вот первые 5 дней, даже те Тельцы, которые родились 27 апреля, не дотягивает до вас уже этот аспект. И здесь история того, что вот эти Тельцы, просто будьте аккуратны, если вы куда-то поедете, эта поездка может даваться сложно. Идем дальше. Ну и что, дорогие мои, июль. Для отдыха хорошо, для кого-то захочется время полениться, для отношений это история, которая не несет особой нагрузки, не будет ничего выбивать из колеи. Тельцы 2 декады, отношения, ситуации в жизни, которые будут случаться, будут хорошо помогать вам проходить кармические задачи со знаком плюс, то есть вы будете продвигаться в свое будущее, у вас будет настроение классное, у вас будет настроение прекрасное. И здесь, конечно же, ребят, ну, нужно понимать, что, конечно, июль не будет настолько простым. У нас там опять ретроградный Меркурий с 18 июля. Ретроградный Меркурий 2 раз за год. О чем здесь? О чем здесь ретроградный Меркурий? Для Тельцов история... Для Тельцов 2 декады история будет отсутствие взаимопонимания. Придется больше налаживать связи, контакты. Захочется прям вот так вот блеснуть и сказать, вот я, вот как-то вот у меня вот, если бы не ты, было бы вообще все прекрасно. Остановите своего внутреннего Наполеона на этот ретроградный Меркурий. Да, действие продлится с 18 июля по 10 августа. И здесь, конечно же, понимаете, что история, вот если не будете пылить, будет хорошо. При этом все выступления, работы на публику, все вот какие-то вот ораторские истории, да, где-то выделиться из толпы, вас изначально будут выбивать из колеи, да. Обязательно проверяйте все свои импульсивные покупки, импульсивно подписанные документы. И для вас этот момент может стать фатальным и потратить очень много денег. То есть здесь можно очень сильно попасть финансово на невыгодную ситуацию. Моменты требуют от нас
четкости, но при этом захочется прям-таки дерзко-дерзко себя повести. Постарайтесь быть более приземленным и рациональным и расчетливым в этот период. Эта история заземлит как раз-таки ретро-Мерк во Льве. Потому что расчетливость, логичность, заземление и вот этот вот продуктивный тельцовский подход, он подойдет как раз-таки для того, чтобы вырулить эту историю, да? Сбалансировать, я бы это так сказала. Что касается августа, я не скажу, что он будет такой же сложный, как, например, август 2024. Нет, у меня здесь нет такой сложной, там, напряженной истории для вас, дорогие тельцы, вообще абсолютно нет. Здесь история, я бы так сказала, уходит уже ретроградный Меркурий, и все прекрасно становится во взаимоотношениях. Если где-то поругались, то будет момент опять помириться опять так же страстно, так же интересно, и будет у вас все на самом-то деле хорошо. И да, для тельцов как раз-таки второй декады этот момент будет даже, я бы сказала, воодушевленным. Поэтому в августе 2025 года внедряйте в работе, в карьере. Здесь Юпитер как раз-таки пришел, делает прекрасный аспект для вас, для продвижения, для того, чтобы вы сделали все то, что давно хотелось, но не моглось, для того, чтобы вот эту вот историю сложную, напряженную, вот остановки своих сил выпустили в русло социальное мощное развитие. И здесь, конечно же, ребята, как говорится, кто я такая, чтобы останавливать абсолютно прекрасный месяц, на редкость гармоничный август, для того, чтобы сделать все то, что хочется. Но идем дальше. Сентябрь 2025 года, ребята, у нас с вами коридор затмений. Коридор затмений — это раз, с 7 по 21 сентября, извиняюсь. И здесь, конечно же, история. У нас уходит как раз-таки Сатурн из Овновского знака, то есть он как в июле развернулся, и вот ко 2 сентября он подошел опять к знаку Рыбы. Для тельцов эта история опять-таки мягкой, четкой продуктивности, которая будет помогать решать дела, которые давно не решались. То есть здесь прекрасно, ребята, на это мы рассчитываем. При этом у нас еще коридор затмений сентябрьский, он совпадает, заканчивается он как раз-таки на осеннее равноденствие. И здесь история того, что я не скажу, что этот период будет для вас, дорогие тельцы, очень сложным, муторным и каким-то напряженным. Вообще нет. Я бы так сказала, он будет, этот период, гораздо мягче и приятнее, чем весенний коридор затмений. Но, тем не менее, на этом коридоре затмений я бы не начинала нечто нового, да, потому что все-таки убывающий лунный цикл. Но здесь оставляйте в комментариях под этим видео. Если вы строите столь долгосрочные планы, я загляну вперед, посмотрю, стоит ли именно вам начинать что-то в этот коридор затмений, потому что очень часто на самом деле меня об этом спрашивают лично, стоит ли именно в этот коридор затмений что-то делать, да. Поэтому здесь каждому по показаниям, как в общей информации, я не скажу что-то новое начинать. Если, например, в весеннем коридоре затмений на 25 год, не то, что я там не скажу нового начинать, я бы сказала, там не будет времени и даже мысли что-то новое начинать, дел будет столько, что их бы разгрести, да. А здесь не будет такая бешеная энергия, у тельцов будет наоборот продуктивная, четкая, плановая от Сатурна эмоция, делать, внедрять, чтобы было хорошо, продуктивно, развитие, строить свою жизнь отлично. Я считаю, вообще хорошее время. И этот коридор затмений будет как раз-таки, если вы решили заняться своим здоровьем, если вы решили заняться своей активностью, если вы решили заняться, то есть своим планом на жизнь, не таким в плане того, что пахать очень мощно, там себя нагрузить, нет. Для того, чтобы создать себе глобальный продуктивный план, который вам нравится. То есть вы в этот план внесете и свое творчество, и свое развитие, и занятия спортом. То есть развитие не только своих психологических и ментальных качеств, да, например, вы решили заняться музыкой, да, или вы решили начать писать картины. Прекрасно.
или что-то для вдохновения, освоить новое хобби, да, но при этом вы еще и смотрите, пересматриваете свою картину, например, питание. Я не говорю здесь про дикие вот эти истории, которые сейчас очень сильно монетизированы, там найти своего диетолога. Нет, вы хотя бы просто подберете себе рацион вкусного питания, которое вам нравится, оно будет еще полезно, оно будет вам нравиться. Вы начнете потихоньку внедрять в жизнь спорт, и эта история сложится для вас хорошо. Она не сложится с надрывом, потому что Марс в этот момент как раз-таки будет в весах, и здесь будет история баланса. Здесь не будет истории уничтожения себя ради какой-то высшей цели. Здесь история в балансе, которая вам будет очень даже нравиться. То есть вы свои и плюсы, и минусы подгоните как раз-таки по ту историю, чтобы вам нравилось. Не кому-то там нравилось, а вам нравилось. Для тельцов, напомню, это очень важная история. Идем дальше, ребята, и у нас октябрь. Ну, октябрь у нас тот момент, когда заканчивается тот самый как раз-таки ретроградный Плутон, который в мае, в тельцовское время, начал ретроградное движение. То есть заканчивается ретроградный Плутон, это середина октября, 13 число. И здесь, конечно же, у нас история того, что он останавливается, разворачивается и начинает ускоряться и набирать темп, и до конца года он будет идти 25-го, естественно, только вперед. Поэтому, если вот эти вот все 4-5 месяцев, да, ну округлить там май, июнь, июль, август, сентябрь, да, плюс еще там по 2 недельки, когда мы привыкали к этому периоду, да, то есть, если все это время вы делали работу над своими ошибками, и что у вас не получалось в бизнесе, где не получилось, где не срослось, где были убытки, наводили отношения в личной жизни, то, конечно, сейчас пойдет такая очень бурная история вперед. Вы поняли, где история не получалась, теперь нужно начать реализовывать и действовать. И здесь я вам так скажу. Это тот год, когда я не скажу, что будет очень сложно. По крайней мере, все те трудности, которые были за последние 2-3 года, очень сильно закалили. И здесь уже будет такая плановая, стабильная история своего роста. То есть Плутон разворачивается и идет до конца года в развитие. Да? Тельцы первой декады, почувствуйте вот эту мощь, почувствуйте движение развития, построение бизнеса в том числе. Идем дальше. У нас что? У нас Нептун выходит в ретроградном движении в октябре, да, следом 22 октября в ретроградном движении выходит из Овна в Рыб. Да, то есть и здесь история снова про то, что эта история неплохая. Для тельцов первой декады это то самое вдохновение, воодушевление, которое будет дать очень много сил. Это очень хорошо. Да? Тельцы третьей декады будут чувствовать сложность. Поэтому здесь, ребята, понимайте, что вот что вы не доделали. Сложность, депрессия, Нептун как раз-таки работает в этой истории. Да? И здесь нужно эту фишечку понять, что если вы проваливаетесь в депрессивное состояние, в состояние апатии, нужно себя мотивировать. Нужно себя мотивировать и понимать, что этот момент, он временный, он не навсегда. И, скорее всего, это все те трудности и сложности, которые вы не хотели решать весной, зимой 2025 года, еще до того, как Нептун перешел в знак Овна. И здесь история того, что, ребят, просто вот берете и выписываете себе списочком все, что вы не доделали. Да, это, как правило, те дела, которые нас не радуют. Но их просто надо закончить для того, чтобы пойти в будущее, пойти вот в то самое развитие. Для того, чтобы ноябрь не был мучительно сложным и печальным, потому что в ноябре у нас на самом деле, ребята, у нас что? У нас с 8 ноября у нас как раз-таки начинается, возвращается Уран снова в Тельца. И здесь история того, что хочется вот как-то, знаете, поступить по легкости, да, но жизнь по легкости не заставляет, не дает, да. Естественно, у нас, как обычно по классике, Уран-то в начале сентября развернулся. И здесь история того, что вот он как раз-таки развернулся в ретроградное движение в первой неделе сентября. И в ноябре
он снова вернется в Тельца. Поэтому Тельцы третьей декады, понимаете, что ноябрь у вас будет огненный. Это история того, что начнется решение вопросов, которые вы не доделали. Поэтому, да, скажу, что на фоне вообще сложных мероприятий на небе ноябрь будет. Здесь не просто еще Уран, да, здесь у нас еще и в ретроградное движение уходит Юпитер в 11 ноября. Здесь у нас еще начинается ретроградный Меркурий с 10 ноября. Здесь, ну, вот хочется так сказать, что вроде бы все, да, но разворачивается еще Сатурн в конце месяца из ретроградного движения, да, то есть 28 ноября. Вот он заканчивает, но он тоже разворачивается в ноябре. И в начале декабря у нас из ретроградного движения выходит как раз-таки этот Нептун 10 декабря, но при этом у нас еще со 2, как говорится, декабря там свои мероприятия. Поэтому со 2 декабря, да, я не скажу, что это будет очень тоже легкий такой месяц, но ноябрь будет сложнее. Ноябрь будет сложнее тем, что, во-первых, разворачивается очень много планет, меняют знаки, на фоне этого еще ретромерк, но ретроградный Меркурий — это не та история, которую нужно прям бояться. Ретроградный Меркурий всегда добавляет нам просто вот эту нестыковку наших договоренностей. Когда мы говорим одно, а нас понимают по-другому, поэтому приходится и документы проверять, и перезванивать людям, много написывать, висеть в чатах, тратить очень много времени на эти как раз-таки стыковки, потому что мы с вами люди, которые живут в этой реальности, и мы все постоянно общаемся, коммуницируем, поэтому здесь, ребята, история просто, она такая обычная, и она такая нормальная. Здесь история того, что Тельцы в ноябре 2025 года, Тельцы третьей декады будет сложность как раз таки. Вернется Уран, будет опять говорить: так, что не доделали, быстро давай делай. И это его ретроградное движение с сентября, да, продлится до конца 2025 года. Естественно, по классике в январе-феврале он 2026 года развернется, да, и пойдет обратно, но он развернется снова в знаке Тельца. Поэтому, ребята, понимаете, что это история на полгодика старых недоделок. Но при этом все те, кто кайфует от вот такого задора Урана, начинайте внедрять и делать. То есть если это то вдохновение, которое вам было нужно, чтобы проявиться, чтобы заработать денег, чтобы наконец-то найти новую работу, спутника жизни, делайте. Конечно, спутник жизни на Урана — это отношения, которые похожи на американские горки, но здесь понимаете, что все-таки старайтесь искать стабильность в этих отношениях, потому что Тельцы — это не тот знак зодиака, кто любит, когда, как говорится, гром гремит в отношениях. Да? Тельцы все-таки любят расслабленно, мягко, приятно, логично и удобно. Но при этом скажу, что ретроградные Нептун и Сатурн будут хорошо помогать как раз-таки Тельцам третьей декады эту историю балансировать. Тельцы первой декады, вы будете ощущать историю продвижения, активности, работы, действий, движения. Здесь Плутон — ваше все. Ну и Тельцы второй декады, конечно же, здесь Юпитер, который собрался менять знак. Я бы даже сказала уже Тельцы и третьей декады, да, и второй декады это Тельцы почувствуют уже в декабре, да, когда у нас Юпитер в ретроградном движении начнет докатываться до вас. И здесь история того, что нужно, ребят, нужно. Свой социальный успех вы его вообще планируете или нет? Что вы планируете делать? То есть какие итоги года вы будете подводить в 2025, да? Вы вообще кем планируете стать? Ваше положение в цепочке эволюции, развития финансов, уровень жизни и тому подобное, да? Что вы хотите в своей жизни вообще видеть, какой уровень комфорта? Устраивает ли вас недвижимость? Устраивает ли вас ваша жизнь? Ваши отношения, все те плюшки, которые у вас есть? Ваша работа? Как вы зарабатываете деньги, если в течение 2025 года события весенние вас не поставили на, я бы так сказала, на ту лыжню, на которую вы хотите встать? И здесь история того, что, ребят, нужно идти в развитие, развиваться, делать, и я бы сказала, брать эту планку. Да, сложно, да, хочется как-то вот оно по-другому, хочется не настолько напряженно, да, но тем не менее, ребят, не скажу, что это
зима, да, ноябрь и декабрь 25 будут такими же сложными, как ноябрь, декабрь и январь, ну, то есть 24-го, 25-го, да. То есть я не скажу, что это будет не застойное время, это будет время движений, активности. События, которые будут случаться, они будут только способствовать вашему развитию. Но хотя вам, в принципе, уже будет не столько будет отнимать вот этот событийный мировой фон вас от вашей жизни. Поэтому здесь, ребят, скажу так, что если подытожить весь 2025 год, то для вас этот период времени будет очень взлетный. Я не скажу, что он будет такой очень сложный, что его невозможно пережить. Нет. Сложности будут, трудности будут, однозначно. Весна 2025, я бы сказала, будет для вас сложноватой, потому что будут события, которые именно будут выбивать из колеи. Да? Но, ребят, здесь история того, что нужно включаться и делать очень многое для своей жизни. Вот прям в реализацию, прям в свою жизнь. Прям понимать, что не придет волшебник на голубом вертолете, ничего не спасет. Начинаете действовать, и уже вы почувствуете летом вот эту мощь, вот это движение. Потому что у вас как раз-таки период до дня рождения сложностей. Реально сложности и трудности, но при этом и будут моменты, которые вам помогают. Это как раз-таки и этот Сатурн, и Нептун, которые будут четко балансировать, давать вдохновению, не раскисать, продуктивный настрой. Уран же весь 2025, особенно Тельцов третьей декады, будет стимулировать к развитию, да, быстро, да, дерзко, да, резко. Так же, как он стимулировал к развитию последние несколько лет Тельцов второй декады, и до этого годика 3, да, Тельцов первой декады. Сейчас пришло время Тельцов третьей декады. Да, Уран здесь кому-то помогает, кто-то скажет слишком резко, я так не могу. Ребята, все только для того, чтобы максимально уменьшить этот срок прохождения вот этого сложного периода становления. Поэтому здесь внедряйте, делайте. Ну и Плутон, конечно же, да, дает силу, мощь и рост весь год для тельцов апрельских, да. Ребят, внедряйте. Делайте. Вам это очень сильно нужно, хоть вы и скажете, что я уже все, сил у меня нет, я уже ничего не хочу делать, мне это уже все надоело. Но, ребята, а что? Кто, кроме нас? Никто, только мы ответственны за свою жизнь, только мы можем ее вырулить. Да. И, к сожалению, у тельцов есть такая история, тельцы первой декады. Если же вы не идете в развитие, а ждете, пока это закончится, тратите силы на свои вот эти душещипательные истории, пытаетесь как-то вот эту историю замять и с собой договориться, сказать, что нет, все-таки лучше вот не надо, мне вот туда страшно идти, будет сыпаться здоровье. Если вы видите, что сыпется здоровье, понимаете, значит, вы недовольны своей жизнью, вы недовольны теми деньгами, что имеете. Я не знаю, теми благами социальными, которые у вас есть, да, уровень нормы для вас очень низок, вы хотите жить совершенно другой жизнью. И здесь главное признаться себе честно, потому что основное качество тельца, за что я вообще люблю тельцов, это те люди, которые могут прямо в лицо, без прикрас сказать правду. Да, ну вот было бы классно, если бы вы эту правду сами себе сказали. Потому что мы, люди, вообще все, неважно какого знака зодиака, любим себе приврать, чтобы вот не напрягаться. Поэтому да, дорогие, включайте вот эту мощь активности, напряжения для того, чтобы, да, нужно напрячься. Ну вот здесь не сколько напрячься идти лопатой кидать, например, кому-то нужно и лопатой кидать, да, у всех своя работа, нет хорошей или плохой работы. Но вы на этой работе должны быть максимально счастливы, и тогда максимально эффективно к вам будут приходить финансы, которые вы так сильно хотите. Поэтому да, дорогие тельцы, если у вас остались вопросы по поводу 2025 года, оставляйте в комментариях под этим видео, я с удовольствием отвечу. Буду отвечать весь год по мере, естественно, свободного времени, потому что вас становится все больше и больше, и я вам за это реально очень сильно благодарна. Спасибо вам за доверие, спасибо, что досмотрели этот долгий гороскоп. Оставляйте вопросы, если есть, ну либо же, естественно, жду на консультации, буду стараться помогать вам лично. Ребят, спасибо, что были здесь. В конце по классике будут актуальные видео на 2025 год. Смотрите, принимайте верные решения. Я надеюсь, помогла. Увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.